Середина июля, а это значит, что в Одессе самый разгар туристического сезона, и видео, которое вы видите, это подтверждает, потому что в Аркадии просто тысячи людей. Но не все так радужно и прекрасно, как каждому из нас бы хотелось. Сегодня 14 июля 2026 года, и всех приветствую из Одессы. Наша Одесса действительно жемчужина у моря, потому что она прекрасна и неповторима. У нас сколько замечательных заведений. Это, кстати, ресторан Порто-Франко, он открылся достаточно недавно, но тем не менее уже успел завоевать сердца одесситов и гостей города, потому что здесь красиво и очень вкусно. Посмотрите, какие у нас есть места. Вот именно поэтому люди не только со всей Украины, а из многих стран стремятся к нам приехать хотя бы на пару дней. И вы знаете, несмотря на тяжелейшую ситуацию, которая сложилась последние несколько дней в Одессе, люди все равно продолжают ехать и задавать вопросы, можно ли к вам приехать и достаточно ли безопасно. Всем привет-привет! Сейчас вот тоже снимаю видео, началась тревога. Уже 2 часа пытаюсь доехать до Аркадии, но у меня все никак не получается. У нас то шахеды, то ракеты, то турбошахеды, то обычные шахеды, то снова ракеты. Ой, что вам сказать, в Одессе сейчас очень и очень весело. Паблики уже подходят ко всему с юмором и пишут, что так выглядят одесситы после того, как узнали, что только за июль в Одессе уже звучало больше 100 воздушных тревог. Последние дни в Одессе, конечно, очень страшно и очень тяжело. От этого никуда не деться. Уже в сети, знаете, начали шутить, что вроде бы как приезжаешь в Одессу, как в Монако, а приезжаешь как будто в какой-то Багдад, потому что у нас очень красиво, боже, предприниматели все так постарались, все такая красота, море, замечательная погода, жить да радоваться жизни, люди едут отдыхать, но вот эти 4 дня в Одессе, это просто какой-то ужас, просто стресс на стрессе у всех, стресс на стрессе. Да, есть люди, которые не сильно реагируют на обстрелы, и даже на море умудряются загорать. Ну, конечно, есть люди, которые это все очень тяжело переносят. И, конечно, им точно не весело бегать по 10 раз в день в убежище. У нас плюс 25, плюс 28 тепла. Говорят, через несколько дней в Украину снова возвращается жара, и Одесса не исключение. Вода в море снова прогревается, она плюс 20, плюс 22 градуса. И понятное дело, что июль сезон отпусков, и многие уже начинают массово ехать в Одессу. Конечно, кто-то боится, кто-то не боится, но люди так устали, так хочется сейчас каждому хотя бы погреться под летними лучами и покупаться хоть пару раз в море. Вчера вообще в Одессе было утро ужасное, потому что была атака и ракетами, и дронами, и одна из ракет летела над городом и свистела так, что вот я с кем бы ни общалась, все думали, что она сейчас упадет рядом с их домом. Это было настолько громко и настолько, как говорят у нас в Украине, моторошно, что многие это утро запомнят надолго. Конечно, заходишь в различные социальные сети и начинают все выкладывать видео, кто где был в этот момент, кто-то был на пляже уже, обстрелы целый день, я же говорю, то ракеты, то шахеды. У нас, я знаю, многие зрители из Черноморска есть, Черноморск, конечно, под атакой пару дней был, и люди же в Черноморск тоже едут отдохнуть. Я, конечно, обожаю наших украинцев, мы, знаете, даже в самых сложных ситуациях не теряется вот это чувство юмора, да, и все стараются позитивно относиться к жизни, и, знаете, смотрю социальные сети, там кто-то говорит, ой, приехали до Одессы, тікаємо звідси, бо тут так страшно, все, больше не можем выдержать. А другие пишут, мы приехали из Запорожья, чувствуем себя как дома, поэтому нам не страшно, даже где-то лучше там. А кто-то приехал с Днепра, и тоже говорит, чувствуем себя как дома. У нас тоже постоянно обстрелы, постоянно тревоги, поэтому мы стараемся не обращать внимания, у вас хоть в море можно покупаться.
И знаете, кто как к этому относится? Вы знаете, многие бы могли бы подумать, раз все время тревоги, раз постоянные обстрелы в городе, то туристы массово бегут из Одессы. Но нет, как бы парадоксально ни звучало, уезжают только единицы, бронь отменяют тоже единицы, а большинство все-таки едут, и потому что они ждали этого отдыха весь год. И в некоторых городах даже бывает такое, что и похуже. Поэтому то, что все бегут, это неправда. Если поехать на пляж, то на пляже действительно людей много, и у людей такая устойчивая психика, что многие вещи они переносят действительно спокойно. Давайте посмотрим с вами на квартиры. Несмотря на атаки, обстрелы и опасность, квартиры в Одессе все равно выросли. Потому что у Одессы хороший потенциал, и многие очень хотят здесь квартиру купить. Из других городов, и есть люди из Молдовы, я знаю, часто покупают сейчас в Одессе квартиры. Вот вижу в Аркадии трехкомнатная, 9 этаж, 9-этажного дома, 65 тысяч. Ну, конечно, надо смотреть на ремонт. Вот вижу, с видом на море пишут, вот так вот. Все в телефонах сидят на скамейках, потому что, как вы думаете, вот я пока снимаю видео, уже вторая тревога, и снова шахеды летят на Одессу. Я пока на пляж не езжу, потому что я не могу так отдыхать, когда тревога все время, и нужно вот это бегать в укрытие, вставать, собираться, уходить. Это уже не отдых, а это какое-то издевательство. Хотя я вам хочу сказать, сейчас Одесса действительно похожа на Монако, особенно в некоторых местах. Все так красиво у нас, и погода сейчас хорошая для отдыха, и так хочется уже выдохнуть и расслабиться. Обещают на сегодня дождик, но каждый день его обещают, а он что-то не идет и не идет. Вот какой куст. Это, наверное, не лаванда, а вот этот лавандин, как он называется, а может и лаванда. Так много пчелок работает. Жизнь кипит. Я здесь на кусте лаванды обнаружила. Это что, шмель? Не знаю, это не пчела, не оса. Она такое толстенькое, такие у них попки толстенькие. Ой, такие милые. Уже наш мир прекрасен и удивителен. Не стану это повторять. И это ж надо, чтобы люди сами же себе придумали войны. Прекрасная наша Одесса, сколько заведений, интересно, здесь компот недавно открылся, хорошее место зайти вот так вот пообедать. Ой, ну жить последние вот эти дни стало просто невыносимо, вот просто невыносимо, и реально периодически появляется желание куда-то уехать. Что вторая тревога, шахет, что-то вторая тревога, шахет то меняет курс, то в один район, то в другой. Я вижу, на улицах стало пусто, все-таки после последних событий немножко люди прячутся, хотя не везде. Иногда вот так, конечно, когда тревога, смотришь, какие толпы ходят, люди, конечно, иногда расслабляются, а потом это чревато последствиями, нужно быть осторожными. Недавно мне в сети попался такой мемчик. Мемчик — это такая смешная картинка с какой-то надписью юмористической. И там такой котик выглядывает в щелку на цветы, и написано «Нормальне життя». Що таке нормальне життя? Дайте хоч подивитися. Вже ми так українці. Де то нормальне життя? Дайте хоч подивитися. И смешно, и плакать хочется. Закончилась воздушная тревога и решила заглянуть в магазин Миротон. Обратила внимание, что поскольку уже середина лета, то на многие товары в магазинах есть скидки. Вот такие пляжные сумки, вижу, уже тоже идут со скидками. И здесь, в принципе, сейчас вам могу озвучить некоторые цены. А вот сумка, я смотрю на ее переплеты, и она сделана из такого же материала, как бумага пергаментная, как моя шляпа. И такая сумка, по-моему, 959 гривен сейчас со скидкой стоит. Вижу, этот материал достаточно популярный. Есть и маленькие сумочки, тоже типа плетеные. Ну, это как для пляжа маленькая сумочка, это больше как такая на вечерний выход. Такая 1500 гривен сумка на пляж, хотя изначальная цена была дороже. Обратила еще внимание на заколки в виде дельфинчиков. Очень летние, особенно для девочек. Дельфинчики, клубнички, перчики. Конечно, что сейчас только не придумают. А вот такие сумочки я люблю. Мне такие
нравится. 999 гривен сейчас такая сумка со скидкой. Ну, выглядит, мне кажется, прикольно. И даже не только для пляжа, а просто в город прогуляться. А это самая дорогая. Вот можете поставить видео на паузу и посмотреть цены. Но все имеют свой дизайн и смотрятся даже вечером под платье. Скорые едут. Ой, напряженная очень обстановка, поэтому когда у меня спрашивают, вот меня очень часто спрашивают, там, мы к вам собираемся, как у вас обстановка? Обстановка у нас сложная, все-таки нельзя забывать, что война. Люди по-разному к этому относятся. Кто-то приезжает, ему вот вообще все равно, я так на море, когда бываю, тревога, многим вообще все равно, хотя просят идти до укрытия. Кто-то боится. Брать ответственность за свою жизнь вы можете только сами. Хотите ехать, не боитесь, пожалуйста, приезжайте. Одесса прекрасное место для отдыха, уверена, вам понравится. А кто боится, кто остро реагирует на взрывы, на атаки, то подумайте. Поскольку одесситы ко всему всегда стараются относиться с юмором, у нас уже последние дни появилась шутка, и звучит она так. В Одессе уже 17-я тревога за сутки, и если бы я приехал сюда на отдых, я бы ничего не отдохнул. Хорошо, что я здесь просто живу. Несмотря на такие страшные обстрелы, Одесса все равно продолжает жить. И продолжает встречать гостей со всей нашей прекрасной Украины, у которых после посещения нашего города останутся хорошие воспоминания на многие годы. Надеемся, сегодняшняя ночь, сегодняшний день во всей Украине будет тихим. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Берегите себя и своих близких.